Вот этого мы ждали от АвтоВАЗа. В продаже появились новые Жигули пятерка, цена удивила. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Среди автолюбителей все больше набирает популярность идея возрождения отечественного автопрома. Одни категорично заявляют, что копирование китайских технологий – это тупиковый путь. Другие мечтают о возвращении на конвейер старых, давно снятых с производства моделей. Возникает резонный вопрос – зачем? Зачем это нужно? И тут сторонники простых автомобилей отвечают без колебаний. Нам нужны доступные, понятные, неприхотливые машины, без навороченных технологий и ненужных электронных помощников. Настоящий народный автомобиль – это Жигули. Сегодняшний рынок предлагает множество современных моделей с цифровыми панелями, сложной электроникой и системой активной безопасности. Однако многие водители, особенно с ограниченным бюджетом, считают это излишеством. Чем проще конструкция, тем лучше, дешевле в обслуживании и надежнее в эксплуатации. Все, что так активно продвигают сейчас, экраны, кнопки, сенсоры, лишь удорожают машину, а в реальной жизни мало кому нужно. Именно поэтому многие хотят увидеть на заводском конвейере проверенные временем модели без сложных систем и модернизации. Но ведь технологии могут быть полезными, если они действительно облегчают жизнь, а не создают дополнительные сложности. Вот, например, видеорегистратор – это не просто гаджет, а вещь, которая может реально выручить в нужный момент. Честно говоря, для меня выбор видеорегистратора оказался сложнее, чем я думал. Хотелось найти что-то действительно надежное, но без переплат за ненужные функции. Оказалось, что рынок либо предлагает откровенно слабые модели, либо наоборот дорогие устройства с кучей фишек, которыми в реальной жизни пользуешься раз в год. После долгих сравнений и чтения отзывов остановился на Trend Vision Bullet. Купил, установил его себе и теперь понимаю, что это реально лучший вариант по цене и качеству. Во-первых, он стоит всего 8990 рублей. За эту сумму получаешь 2К разрешение, матрицу от Sony и стеклянный объектив с инфракрасным фильтром. Видео четкое, даже в темное время суток картинка не рассыпается в пиксели. Номера читаются без проблем, угол обзора широкий. Во-вторых, он максимально компактный, что полностью соответствует закону от 1 сентября о размещении предметов на лобовом стекле. Можно спрятать за зеркалом заднего вида, и он не будет мешать обзору. К тому же крепление магнитное, так что снять и поставить обратно дело 1 секунды. Отдельно порадовало, что управление полностью через смартфон. Можно просматривать и скачивать записи, а также видео в реальном времени. Настраивать параметры, обновлять прошивку. Никакой возни с кнопками на корпусе. Еще один момент, на который я ориентировался при выборе, это суперконденсатор вместо аккумулятора. Он значительно лучше подходит для российских климатических условий. В отличие от обычных батарей, он не вздувается от жары и не потеряет емкость на морозе, а встроенный датчик удара автоматически защищает важные записи при резком торможении или столкновении. И последнее, но не по значимости, это наш российский бренд, который на рынке регистраторов уже больше 10 лет. У них есть сервисные центры по всей стране, онлайн-поддержка, увеличенная гарантия. Это реально внушает доверие на фоне китайских продуктов на маркетплейсах. В общем, если нужен оптимальный видеорегистратор без переплат, Trend Vision Bullet отлично закрывает все базовые потребности. Пользуюсь сам и могу смело рекомендовать. А теперь вернемся к Жигулям. Вот, пожалуйста, то, что все просили. Классический квадратный кузов, простой и надежный двигатель, уникальная комплектация, которой нет даже у современных машин. И главное, настоящая автоматическая коробка передач. В продаже появился редчайший автомобиль, практически новый, несмотря на свой возраст. Это экспортная версия для немецкого рынка, известная как Lada Nova Junior. По сути, это хорошо знакомый ВАЗ-2105, но с небольшими доработками. Согласно документам, машина была выпущена в 1992 году, а ее история полна загадок. Продавец утверждает, что автомобиль был привезен из Германии в начале 90-х.
причем транспортировали его военные. После этого он оказался в гараже и простоял там без движения почти 3 десятилетия. А затем его обнаружили, отмыли, привели в рабочее состояние и выставили на продажу. Классический сценарий для так называемых капсул времени. Насколько можно верить этой легенде, вопрос спорный. Но заявленный пробег действительно небольшой, всего 6597 километров. Кузов сохранил оригинальную краску, никаких реставраций не проводилось. По внешнему виду практически музейный экспонат. Днище в идеальном состоянии, все заводские таблички и наклейки на месте, никаких переделок. Словно только что покинула заводские цеха. Но самое интересное — это техническая часть. Под капотом стоит проверенный временем 1,2 литровый карбюраторный двигатель мощностью 64 лошадиные силы. Задний привод, никаких сюрпризов в этом плане. А вот коробка передач действительно необычная. Трехступенчатый автомат GM3L30 с гидротрансформатором. Это практически неубиваемый агрегат с крайне простой конструкцией, рассчитанный на пробег до 400 тысяч километров. Конечно, такая коробка расходует больше топлива и по современным меркам устарела, но при этом она невероятно надежна. Единственная проблема – отсутствие запчастей, поэтому ремонт может стать сложной задачей. В остальном можно просто ездить, не забывая менять масло раз в 80 тысяч километров и не знать проблем. Есть и еще одна любопытная деталь. У машины 3 педали. Нет, это не ошибка и не механика. Просто педаль тормоза соединена с местом, где обычно расположено сцепление, и нажимаются они одновременно. Такой прием использовали на некоторых спецавтомобилях в СССР, чтобы скрыть от посторонних глаз автоматическую трансмиссию. В данном случае, вероятно, таким способом просто упростили производство, не меняя конструкцию пола. Но и это не все особенности. Машина получила редкое для «Жигулей» оборудование, фары с омывателями и даже дворниками, что в современных моделях встречается крайне редко. Также в оснащение входят легкосплавные диски, которые моментально делают внешний вид автомобиля более современным. Дополняет список заводская аудиоподготовка с магнитолой и ветровики на передних стеклах. Все остальное — это классика. Никаких мультимедийных систем, подогрева сидений или электростеклоподъемников. Просто машина, на которой можно ездить без лишних усложнений. Конечно, по нынешним стандартам такой автомобиль уже не впечатляет. Единственные плюсы – надежный старый мотор и такой же проверенный автомат. Однако именно такие машины и хотят видеть многие автолюбители. Вот только есть нюанс. Те, кто мечтает о возвращении классики, надеются, что она будет стоить дешевле Гранты, 300. Но это, как показывает практика, невозможно. Цена этого экземпляра 1 миллион 490 тысяч рублей. То есть за пустой Жигуль просят столько же, сколько стоит новая Лада Веста в базовой комплектации. И вот тут возникает закономерный вопрос. Именно этого вы ждете от АвтоВАЗа? На деле, даже если завод запустит производство подобных автомобилей, спрос будет минимальным. В мечтах хочется как раньше, но в реальности подавляющее большинство выберет современную машину. В итоге такие редкие экземпляры интересны лишь коллекционерам и любителям ретро-авто. Они могут участвовать в выставках и слетах, но вряд ли кто-то будет использовать их в повседневной жизни, особенно в условиях пробок и переменчивой погоды. Обычно, когда говорят о возрождении старых моделей, в первую очередь вспоминают, сколько они стоили в свое время, или ориентируются на цены на вторичном рынке. Но время не стоит на месте и прошлое не вернуть. Подобные автомобили можно разделить на две категории. Первое – рабочие лошадки, которые продолжают эксплуатироваться владельцами, не слишком переживающими за их сохранность. Второе – эксклюзивные ретромобили, требующие внимания, денежных вложений и бережливого отношения. Вывод очевиден: если нужен дешевый рабочий автомобиль, проще купить БУ «Жигули». Если хочется чего-то нового, но в духе старой школы, тогда такой вариант будет стоить как современная машина, и едва ли это разумная покупка. Сейчас не время оглядываться назад, нужно двигаться вперед, пусть даже через трудности и ошибки, с учетом новых технологий.
Сотрудничество с китайским автопромом – это не отступление, а шаг вперед, если подходить к делу грамотно. А что думаете вы? Хотели бы увидеть в автосалонах новые «Жигули» с автоматом? Или АвтоВАЗ и так достаточно удивляет своими экспериментами? Делитесь своим мнением в комментариях, будет интересно обсудить. Ну и обещанная мною шутка. Перед автомехаником ваша машина никогда не издаст тот самый звук. Ваша машина такая типа «это наш с тобой особый звук». Я издаю его только для тебя. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.